Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Таро прогноз. Что ждет? Что придет в вашу жизнь? Что вас удивит или будет для вас несколько неожиданно? Старинный цыганский пасьянс. События ближайших дней. Вот давайте узнаем, что же вас ждет со дня на день буквально, что случится, что произойдет. Останемся реалистами. Но карты пасьянса нам больше именно про события. Прорисовано, показано, не то что рассказано, визуально понятно. Вот с чем будут связаны события ближайшего времени, давайте узнаем. Что это, какая конфигурация? Вообще, если так судить по планетарному гороскопу, в центре внимания это денежный вопрос, денежная тема. Для большинства, по крайней мере, тельцов. Но это по гороскопу. Можете прочитать на моем сайте, все ссылки в описании под видео на февраль. Итак, что ждет тельцов? Что случится, что произойдет в ближайшие дни? С чем будут связаны эти события? Вот смотрите, будет много каких-то пустых разговоров. Ну, значит, есть какая-то персона, которая любит поговорить. Может быть, ваше даже время отнимает. Но у кого-то с тем человеком, цыганка, это не про цыганку. Ну, видимо, цыганский пасьянс именно поэтому и называется. Художник изобразил просто лицо. Вот так прописано значение. Это тот человек, которого мы недостаточно хорошо знаем. Это может быть и чиновник, это может быть просто какое-то лицо, да, вот контакт с ним возник, потому что возник какой-то вопрос. Но может быть и знакомство. Но кто бы это ни был, не торопимся делать выводы и будем осторожны. Вполне вероятно, что много разговоров, а впустую. Времени потрачено тоже много, а толку нет. Может быть и так, но смотрите, какая-то победа у вас все равно выпадает. В чем-то тельцы добьются победы. Значит, повод для радости будет. Не все так однозначно. Колокол. Колокол – это какая-то внезапность, правда, неожиданность, неожиданное известие, то, что мы не предполагали. Но вот нежданно-негаданно. Это то, что приходит к нам из внешнего мира. Это не даже не столько из-за нашей там какой-то оплошности, да, вот или что-то такое. Ну, может быть, это где-то и связано в прошлом, но тут нет, тут скорее вы будете какую-то аналогию проводить. Потому что то, что вы слышите, видите или приходит буквально как, может быть, конверт какой-то получаете, письмо, извещение. И с этим что-то нужно делать. Пусть это не вы инициировали, а тем не менее, да, взаимодействие совершенно необходимо. Смотрите, тут правда, вот я вам скажу, смотрите, как может быть. У нас выпадает, мы говорили, да, просто в крайних рядах мы можем соединять карты. Лицо, человек, которого вы недостаточно хорошо знаете. Пустые разговоры. Да, тут вроде бы есть какая-то ваша победа. Видимо, не все рады вашим победам. Имеет кто-то глаз либо на вашу победу, либо на ваши позиции. Ну, я не утверждаю, но для кого-то это может проиграться. И вот будьте внимательны к информации, потому что вам точно так же какое-то лицо, а у нас колокол и одновременно змея. Это та или тот, кто затаился, мои дорогие. Тот, кто за вами может наблюдать. И вам демонстрировать одно, а задумать другое. Говорить вам что-то приятное, а думать совершенно третье. То есть вот делите надвое любую информацию и будьте внимательны к людям, мои дорогие. Потому что тут не замечтаться ни в коем случае. Потому что тут может, знаете, как тень на плетень. У вас, по сути, победа, а кто-то может испытывать по вашей победе либо разочарование, либо завидовать, мои дорогие, и так. Но и буквально создавать вам какую-то искаженную информацию, может быть, для того, чтобы, ну вот именно из-за зависти, как Борис Пастернак сказал, зависть – родная сестра и неразлучная спутница сатаны. Лучше не скажешь. Поэтому тут у каждого что-то свое. Давайте мы разложим до конца, что еще для тельцов. Вот как-то неоднозначно. У кого-то могут решаться вопросы по части жилья, места пребывания, личной жизни.
Причем, или придется решать, да, такое я тоже не исключаю. Тут какие-то могут быть мысли, да, потому что в зависимости от того, что вы услышали или получили какое-то известие. Но тем не менее, это подкова семейное счастье. Для кого-то из вас обустройство дома, может быть, или место, где вы проживаете. Ну, значит, это как вообще, если мы так говорим, семейное счастье, ну пусть вы даже один или одна. Но это значит, дома будете порядок, уют, комфорт наводить или обустраивать, может быть, рабочее место тоже на дому. Ну, самые разные могут быть конфигурации. Но для вас, в принципе, с победой доброе время. Ну вот вокруг вас тут что-то другое происходит. Не торопитесь включаться в какие-то темы, вопросы, мои дорогие. Кто-то из вас может делать очень важные выводы о конкретном человеке. Это правда. То, что вы, возможно, думали, что это какой-то прочный союз. А может, это будет как-то по-другому. Вы поймете, что это не союз, а игра какая-то была. Но мы ведь разные, опять же, все, да? А для кого-то из вас это может быть, как знаете, кто-то наводит специально тень на плетень, сплетни какие-то. Правда? Вот будьте внимательны, мои дорогие тельцы. Может быть, видя вашу стабильность, может быть, у вас и нестабильно, но люди вас будут воспринимать как человека очень ресурсного, который умеет и деньгами распоряжаться. У вас там может быть финансовая брешь, но все почему-то считают, по крайней мере, большинство, что вы везунчик, например. Вот такое может быть. Никто не видит, не знает, и вы ведь не можете не рассказывать, правильно, чего вам это стоило. Так вот, кто-то просто из зависти может даже в плане что-то личной жизни говорить, да, или, ну, вот как сплетни распускать. Поэтому вот я такое тоже могу допустить. Поэтому не торопитесь выяснять отношения с вашими любимыми. И если кто-то там пытается, ну, как-то не очень красиво действовать. Я не утверждаю, но я разные варианты рассматриваю по тем значениям, которые у нас выпали. Итак, что тут у нас еще мы можем соединить с вами? Пока я не вижу больше совпадений. Поэтому мы пойдем с вами дальше и давайте раскроем значение других карт. Что же там будет дальше, узнаем. Это вот нам так на события, да, буквально конкретно, показательно карты рассказали. Так что же ждет тельцов? Что идет в вашу жизнь? Что придет на ваш порог? Что же будет дальше? Как будут дальше развиваться события? Ну вот что-то вы не можете ускорить, да? Но, видимо, за этот период важно не попасть в какую-то ловушку, не попасть в двойственные отношения, качелеобразные отношения. Или вам какое-то ожидание нужно прекратить, мои дорогие. Ключевые два слова на февраль, я так и написала в гороскопе, это выбор и ожидание. В жизни каждого из нас, вне зависимости от знака зодиака, мы делаем выбор, и всегда выбору, ну, где-то сопутствует элемент ожидания. Вот какое-то ожидание, оно должно быть прекращено. Вы теряете время. Вы можете попасть в какую-то зависимую ситуацию, кстати. Может быть, это вы чувствуете. Да, я сейчас нахожусь в зависимой ситуации. У кого-то зависимая ситуация по деньгам, поэтому и деньги у вас в центре внимания. Но тут точно так же может быть отсутствие взаимопонимания. Так вот, если мы видим, что любое, да, взаимопонимание, оно выстраивается из желания двух людей. Если один хочет, а второй молчит, из этого ничего не выстроится. Поэтому будьте реалистами. Где-то карта говорит, если у тебя по тратам, по финансам, как игра в одни ворота, и точно так же это по взаимоотношениям, так пора делать выводы, иначе ты надолго вот останешься, и как будто и где-то финансы пойдут на убыль, но и жизнь-то твоя, она тоже, ты как выпадаешь из этой жизни, выпадаешь из реальности, что идет на ваш порог. Вот вы понимаете, вам тут действительно нужно какую-то зависшую ситуацию, как минимум, на прояснение, да, какое-то вывести, или вывести на какие-то позиции, когда, ну, уже баланс, безусловно, есть, умеренности карта. Потому что вниз головой неудобно. Неудобно вам уже, может быть, некоторые темы, которые касаются по финансам, да, вот вам тут что-то предстоит реструктурировать, изменить. Может быть, некоторые люди вам перестали быть,
Ну, желанными, удобными, ну, насколько это можно сказать. Ну, люди же разные, правда, не обязательно наши близкие. Мы все время контактируем. Может быть, сама по себе какая-то ваша внутренняя политика, она тоже стремится к пересмотру. Поэтому вам нужно какую-то историю как будто перевернуть на 180 градусов, что идет в вашу жизнь. Это к вам такие возможности идут. Точно. Задача тельцов сделать какой-то важный вывод, подвести итог и прекратить вот это самое ожидание. 20-й старший аркан. Это как судьба между прошлым и будущим. Вот вы на пороге перемен практически. Вы не видите, может быть, что будет завтра. Вы можете предчувствовать. Но то, что есть какие-то позиции с прошлого, с которыми вам, лично вам нужно разобраться, чтобы провести демаркационную линию. Это совершенно определенно. Что идет в вашу жизнь. Завершать нужно что-то. Это и есть, может быть, и выбор, и одновременно завершение ожидания. Тебе отсюда только вперед, нам говорит карта. И не оглядывайся назад. Посмотрите, из 4 арканов у вас выпадает 3 старших. Тут действительно, может быть, и сами люди, как, знаете, настойчиво так вот требуют, да, но негласно требуют, подводят своими поступками, заявлениями, словами вас к этому самому выводу. Тогда пора, вот пора, мои дорогие тельцы. Дайте еще одну карту достану. К чему это все идет? О, ну тогда понятно. 4 старший аркан из 5 карт. Карта императрица. Ваше благополучие, мои дорогие. Вот оно такое, может быть, непростое. Не просто делайте выбор по части людей, продолжение или завершение каких-то историй, а на кону ваше счастье. Это может быть как и личная жизнь. Ну, значит, не ждать того, кто не придет. Или финансовое положение. Нельзя себя обнулять все время, да. Нужно задуматься. Может быть, вопросы экономии, но я уже не буду углубляться в это. Кому интересно, перейдите на мой сайт, там разного рода статьи у меня. Поэтому прочитайте. Я думаю, через меню вы найдете, что вам интересное. Как раз карта императрицы говорит, на 10 лет сам на себя. Для вас, мои дорогие девочки, это вопросы личной жизни, дома, семьи, может быть, вот как раз любимых детей, да. Вот это может даже как-то превалировать над всеми остальными мыслями, даже где-то финансы на втором плане. Для вас, мои дорогие мужчины, это тоже может быть важная женщина в вашей жизни, которая, ну, вот есть у вас с ней взаимодействие. Это может быть и любимая, это может быть и мама, может быть, и какой-то руководитель, да, если общий проект, почему нет? Но ведь эта карта такой мудрой дипломатии, потому что только императрица может с несговорчивым императором договариваться. Вот, может быть, вам, я не исключаю, придется какие-то важные разговоры и проводить, тогда карты призывают к глазу мудрости. Слушайте, правда, самих себя. Где-то ведь это о вас карта. Потому что императрица у нас ассоциируется, конечно же, с Венерой, а Венера– ваша планета-управитель. Вот наступает время, мои дорогие тельцы, быть счастливым. Но есть какие-то темы из прошлого, которые уже изначально, может быть, и давно. Это вот как ребус, как Т-образный перекресток. Дальше не пойдут. Тебе, телец, либо направо, либо налево. А вот уже так прямо либо не получится, либо уже самому неудобно, не с головой. Что вас удивит, а что будет для вас неожиданно? С чем это связано или с кем? У кого-то с кем. Может быть, вопросы, которые касаются законов или каких-то положений. Когда вы что-то можете, ну, обговаривать с юристами, с адвокатами. Для кого-то из вас иногда по этой карте у нас проходят и врачи. То есть вам тогда нужно, не, если вы чувствуете не очень себя хорошо, значит, самое время обратиться к врачам, а не смотреть прогнозы. Потому что мне иногда достаточно часто пишут, сделайте прогноз на здоровье. Я не делаю прогнозы на здоровье. За здоровьем нужно идти к докторам. Не выдумывайте, прямо скажем. Потому что все вот это, то, что мы с вами делаем, один из альтернативных вариантов. И что мы говорим? Субъективно.
Только доктор может оценить объективно. Это большие вообще 2 разницы кардинальные. Но это я так попутно, это что-то я вспомнила, потому что когда я читаю такие комментарии, думаю: "Боже милый, Господи, чем человек думает, что вот у него в голове рождается такая мысль: здоровье и карты?" Ну, будем реалистами. И вы, мои дорогие тельцы, реалисты — это факт. Поэтому о себе узнать, может быть, и по здоровью стоит чуть-чуть побольше пройти обследование, к примеру, кому-то к стоматологу обратиться в целях профилактики. Где-то тоже в этом есть совет, и, может быть, так неожиданно, да, и придется. Да, сидел, ждал телец, а вы можете долго ждать, а тут, что же я это вот сижу? Не, дай-ка я себе узнаю чуть-чуть поподробнее. А кому-то именно по законам. Точно так же это могут быть высокопоставленные лица, безусловно. Это карта эксперта, это какие-то бумажные, документальные вопросы, а также люди, которые рождены под знаком зодиака, стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, или, может быть, человек там имеет асцендент. Так что же вас удивит или будет неожиданно? Ох, как пара. Ну, может быть, это у контакта у кого-то с семьей, а может быть, это вы будете в таких же энергиях находиться, как и тот человек, с кем вы будете проводить какую-то важную беседу. Для вас именно нужно словно примерить маску того персонажа, героя или персоны и быть предельно внимательным, рациональным. И вас, возможно, удивит, насколько холодно и здраво вы можете вести какой-то диалог. Или насколько вы себя как будто переключая вот из этого зависшего состояния в более такие холодные, рациональные энергии. Ну, это как трезвая голова. Потому что тут, да, скорее всего, какой-то выбор на кону. И, может быть, этот выбор вы уже какое-то время не могли, опять же, сделать. Вот у кого-то этот выбор может касаться, к примеру, денег, вопросы дома, жилья, а у кого-то, может быть, и личной жизни. Так что уже будет неожиданно. Тут как будто на равных придется быть. О, как? У кого-то запутанная ситуация может быть не только документы, деньги, а еще и с позиции личной жизни. Но это не меняет всего того, что я сказала. Наоборот, когда 2 короля и более, вам действительно, может быть, потребуется консультация какого-то специалиста. Или если ситуация во взаимоотношениях, может быть, даже с кем-то из близких людей, но словно запутанная. И скорее вы уже выбор какой-то в своей душе сделали. От вас потребуется вот так какое-то определенное хладнокровие. И оно у вас будет, и вас это тоже может удивить, более рациональным быть. Вы можете узнать даже, например, от кого-то из близких, да, иногда это супруги у нас проходят, или друзья. Но, может быть, конкретно есть человек, который рожден под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион. Может быть, это кто-то из родней, из близких, друзей, окружения, коллег. Какую-то новость неожиданную вам принесет. Вот, может быть, это как раз и связано. Или когда, ну, знаете, сам человек не разобрался, а вам эту новость принес, и вы-то первое, что верите, потому что нет оснований не верить этому человеку. Тогда допустите, что все равно информацию надо перепроверить. Обязательно. Потому что и человек может тоже ошибаться. Но я не исключаю, что вот получая вот эту новость, вы куда-то отправитесь. Или как будто действовать вам нужно быстро. И это вас удивит. Что вас еще удивит или будет неожиданно. У кого-то может быть неожиданно вот именно тема финансов, как ну, знаете, какой-то прогресс такой, может быть, рывкообразный. Надолго ли нам не говорят об этом, да? Но как будто тему по части денег, пусть хотя бы на какой-то процент, вы решить можете. Или как выбираете какое-то направление. Но тогда у вас, мои дорогие тельцы, не думайте, что это направление надолго. Это, скорее всего, на короткий период, а потом опять будет что-то меняться. Будь готов, телец, к неожиданностям, в принципе. Нам говорит карта. Разного рода. Как и люди, которых ты будешь встречать, так и информация, которая будет к тебе приходить. А ты продолжай. Вот работай, у тебя все получится. Работы будет много. Но как будто и финансы у вас будут тоже. Ну, если уж не прямо тут воодушевлять, все-таки это карта, когда мы вот сейчас стабилизируем что-то и выходим на следующий, как виток возможностей. Но пока мы выйдем, да, на какое-то новое направление,
мы обязательно должны стабилизировать. Продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Давайте узнаем, так а что же изменится в жизни тельцов? Что будет меняться? А возможно, изменит вас и вашу жизнь. С чем это будет связано? Правда, хитрость какая-то откроется, какой-то обман. Но будьте внимательны, потому что мы и сами тут можем оплошать, какие-то ляпсусы наделать. Вот что изменится, смотрите. Вы как подводите, наверное, самый главный баланс, во что вы вкладывались и какой эквивалент получали. Вы могли в кого-то вкладываться, а взамен зеро. Вы могли участвовать в жизни некоторых людей, а взамен хитрость. Вы могли надеяться на какого-то человека, а зря. Вот как будто в ближайшее время задача, наверное, Вселенной продемонстрировать Тельцу, куда ему не надо. И вот что вас изменит? Вы поймете, что вы очень много сил потратили. И, как знаете, в пустоту, как в вакуум. А сами остались один на один. И вот теперь может даже захотеться. Вот что вас меняет. Когда хочется не просто больше порядка, а когда хочется, ну, вот такой момент, когда вы делаете что-то очень хорошо и получаете соответствующий эквивалент. Когда вы количество проделанной работы или своего участия в каком-то вопросе будете переводить в качество, чтобы не было какого-то внутреннего раздрая, чтобы не попадаться, может быть, на какие-то, ну, как будто удочки, да, все-таки семерка мечей, карта вора, как меняется ваша жизнь. Вам точно, знаете, вы будете чувствовать усталость. И для кого-то, казалось бы, да, я всегда говорю, по десятке жезлов уставшие люди делают ошибки. Поэтому отдохнуть нужно, а свежая голова совершенно необходима. Мы об этом с вами говорили. Но, как ни странно, ваша жизнь, мои дорогие тельцы, меняется именно потому, что вы устали. Потому что много сил потрачено впустую, как я уже говорила, а эквивалент никакой. ВОЗ и ныне там. Много, может быть, прошло времени, и за это прошедшее время было очень много, ну, каких-то ресурсов, возможностей в ваших руках. Но вы тогда что-то не увидели. Вы тогда что-то как проморгали, вас могли обвести вокруг пальца. А вот теперь хочется себя защищать. И поэтому в первую очередь перед тем, как вы сделаете какой-то выбор, тут вам нужно именно сбросить какой-то гнет, какие-то обязательства ненужные для вас совершенно, от чего-то именно отказаться, чтобы переложите, как делегируй нам всегда карта говорит. Пусть вот эту работу или какого-то рода занятия, пусть делает тот, кто должен этим заниматься, а у тебя должно быть больше свободного времени, как минимум привести и себя в порядок, и мысли в порядок, как изменится ваша жизнь, мои дорогие тельцы. Вот все карты нам об этом. Вот смотрите, вас ведь уже нет в прошлом. Пустая комната, смятая постель. И уже не важно, выпачканная она с чернилами, исписанный дневник, что там за окном, да, вот этот бесконечный дождь. Бесконечный дождь есть в одной из колод такое значение у четверки мечей. Но вот тут самое главное не застрять, понимаете? Не застрять в каком-то ожидании. Вот все-таки выборы и ожидания, вот мы напрямую и говорим. Паутина уже как будто, да, тут, а девушка наша все, ее сейчас тут оплетет уже как будто этот паук. Так вот надо как-то что-то завершать, принимать какие-то решения. И вот, видимо, по этой карте мы как раз и уходим от той ситуации, которая нас разрушала. Теперь вас там нет. И я всегда говорю по этой карте, это здоровое равнодушие. Человек как аффирмацию провел, 3 меча воткнул в макет сердца и сказал, ну все, на этом баста. Иду дальше. Вот как-то так. Вот что меняет. Вы сами себя меняете. Вам тут что-то надоело. Раз, и вы устали. Два. И поэтому выбор для вас, он прямо так, знаете, как очевиден более становится. А кто-то еще в дополнение, да, я хочу уже счастья, такого теплого, надежного, родного. Может быть, и решить какие-то вопросы. Недаром ведь у вас тут императрица, которые касаются и места проживания, может быть, ваших деток, вашей семьи, тут у кого как. У кого семьи нет, тоже вам могут надоесть какие-то приключения, да, потому что все равно вот это какая-то переоценка ценностей, она у вас проходит. И вы именно хотите
вот от этой темноты, от какой-то перезагрузки в плане много работы, мало толка, или много участия, но это в никуда, много потерянного времени, какие-то разочарования, обманы, хитрость, ожидания. Ну вот все то, что нам показали, а вот теперь хочется счастья. И у вас это получится. Но, видимо, без того, пока мы не выйдем вот из этого зависшего состояния, ничего не получится. Поэтому и выбор, и переоценка ожиданий, она, наверное, необходима. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете волшебные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.